Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро, ее мысли о тебе. Настройтесь на расклад. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Итак, что сейчас с вами происходит? Ох, как тяжело вам сейчас. Тяжело. Вот вы несете, знаете, как будто вот по жизни вот бремя какое-то. Вот одна проблема может быть сменяться другой. Вот одну решили, другая началась. В общем-то, в денежных делах у вас довольно неплохо. Деньги вы зарабатываете. Но вот морально вы настолько вымотаны, знаете, вот как будто эмоциональное выгорание у вас произошло. Вот когда нет сил. Может быть, вот состояние, когда опускаются руки, ничего не хочется делать. Какая-то апатия, депрессия. Вот работа есть, но она особо как-то и не радует. Ну, ходите туда по инерции, да, просто чтобы заработать деньги. Так. Вам, знаете, вам очень хочется семьи, что ли. Вот семьи именно настоящей. Потому что та семья, которая у вас была, это была семья, вот знаете, это как война была какая-то. Вот, я не знаю, вот как будто на вулкане вы жили. Вот просто вот такое состояние, когда ничего не хочется, не хочется идти домой, да. Вот такое ощущение, что женщина, для которой вы жили, она жила больше для себя. Вот вы для нее жили, а она для себя. Ну, может быть, немножко еще для детей, да. Вот человек, который очень любит красивую жизнь, любит красоваться, да, вот, может быть, она даже вам высказывала, что вот, что ты мне мало даришь, да, почему ты мне там мало денег даешь, цветы, подарки не даришь, ну, что-то такое, да. Вы в чем-то даже боялись эту женщину. Вот вы понимали, что с ней уже идет дело к концу. Вы еще сомневались, да, вот уйти или остаться, расставаться или нет. Но вы ее любили, поэтому вы на многое закрывали глаза, вы многое терпели. Хоть вам было и страшно ее потерять, но все-таки этот момент наступил. Потому что, ну, всякому терпению приходит конец, да. Когда люди не могут сосуществовать вместе, да, то приходится чем-то жертвовать. Так, давайте посмотрим, какая женщина пришла. Так, да, с женщиной вы однозначно расстались. Женщина безумно любящая комфорт, красивую жизнь, деньги. Она настолько любит вот эту вот материальную составляющую, что для нее вот чувство это как-то второстепенно. Это не тот человек, который ради любви пойдет на край света. Вот вы ради любви, вы пойдете на край света скорее, да? Ну, по крайней мере, раньше вы были. Вот вы готовы были сорваться, да, в любую точку земли полететь к любимой, ну, грубо говоря. Она нет, она не из таких людей. Вот сейчас вы отшельник, абсолютный отшельник. Вот. Личной жизни как таковой я у вас не вижу. А она, да, она любит красоваться. Давайте-ка посмотрим ее мысли о вас. Она, знаете, она понимает, она кусает локти сейчас. Она понимает, что она упустила мужчину, ну, всей своей жизни, да, можно сказать. Вот свой шанс, судьбоносный шанс. Она обманывала. Обманывала и не раз. Вы либо же делали вид, что верите, либо же верили, да, вот не хотелось как-то обманываться, да, обычно вот мужья в последнюю очередь узнают все эти нелицеприятные вещи, да. Вот вы пытались на многое закрывать глаза, и сейчас она вот кусает локти. Она понимает, что она потеряла хорошего, надежного мужчину. Она потеряла верного, любящего мужчину, да. И сейчас вот она в полном тупике. Что же дальше?
Вот у нее, знаете, она, она бы и не прочь все вернуть. Вот в душе, в мыслях. Она бы хотела вернуть, но она понимает, что уже прошло много времени, что вы изменились. Она изменилась, но ситуацию она поменять не может. Она прекрасно понимает, что она вам сделала больно, что она вас обидела. Да, сейчас она кусает локти, ну а толку? Она понимает, что вы ее уже не простите. Да, в глубине души ей хочется. Она, в общем-то, она поняла, что виновата. Она это признала. Может быть, даже с кем-то у вас и проигрывается, вот, что был разговор, да, какой-то. Может, она и делала первые шаги к примирению. Но как-то это могло быть даже неумело, как-то, знаете, ну, по-хитрому, что ли, может быть, да, пригласила там, допустим, вас отремонтировать что-то, либо еще что-то помочь, да. А так, в общем-то, она не собирается больше никаких шагов делать. Да, она бы хотела, вот в душе она бы хотела все вернуть, она понимает. У нее вот какая-то ностальгия своего рода за теми временами, как все было хорошо, да. Но она понимает, что уже ничего не вернешь назад, и вы ее не простите. Так. Да, вот она сама себе навредила. Вот она ругает сама себя. Вот, ну, после драки кулаками не машут. Она прекрасно понимает, если она появится к вам, то вы ее либо же отошьете, да, вот, либо это будет скандал очередной. Ну, что вы ее не примете. Она знает вас, ваш характер, она знает вас. Она прекрасно понимает всю печальность ситуации, да. Поэтому она, в общем-то, ничего и не делает. А от вас шаги ждать, ну, она вряд ли ждет, потому что, да, вот она хотела бы, знаете, вот она в душе бы хотела помириться. Но она понимает, что вы злитесь на нее, вы злитесь, вы обижены, да. Потому что мужское самолюбие уязвленное – это очень большая сила. Ведь мужчина может уйти даже от любимой женщины, если его унизили, оскорбили и растоптали его самолюбие. Когда люди находятся в браке и не слышат друг друга, да, унижают, оскорбляют, но это, в общем-то, копится какой-то период. У кого-то больше терпения, у кого-то меньше, но в любом случае все вот это, что накопилось, весь негатив, все недовольство, оно выстреливает рано или поздно, вот как пружина выстреливает. И тогда уже человек выскажет все, что он думает, да, вот. То есть, возможно, и у вас была такая ситуация, вы много чего терпели, да, закрывали глаза. Потом вот это вот терпение лопнуло, и ваша пружина просто выстрелила, да, и вы, может быть, даже высказали все, что вы думаете. Может быть, это даже перелиться в грандиознейший скандал, да, вот когда вот это все выплескивает, все, что копилось много-много месяцев, либо же много лет, да, вот все недовольство, какие-то претензии наши. Вот, как правило, это все выстреливает рано или поздно. Вот и у вас приблизительно так было, поэтому она прекрасно понимает, что, ну, мириться с вами, ну, вы не помиритесь, потому что она много чего сделала, вы ее не простите, вы злитесь, да. Поэтому она так грустит, страдает, тоскует, но понимает, что она уже ничего не вернет. Вот такая вот ситуация. Дама, которая сама себя загнала в угол. Личной жизни я у нее не вижу. Серьезных отношений у нее нет. Она сама себе разбила сердце. Вот она разбила и вам сердце, и себе разбила. Но она это уже поняла слишком поздно. Когда уже ничего не вернешь, когда много дров наломано, как правильно. Так. Да, вот привыкла быть красоткой, да, посмотрите. Император и императрица. Вот вы были такой красивой парой. Вот вы настолько были красивой парой с ней, да, вот как-то вот даже мне почему-то взгрустнулось, да. Возможно, вам даже люди многие завидовали. Могли, знаете, вот вы еще, может быть, переживали, хоть бы не сглазили, да, вот настолько было все поначалу, все хорошо, комфортно, да.
И чем все закончилось, к сожалению. Вот почему так в жизни, да, встречаются, влюбляются, любят вроде бы друг друга, а потом куда-то это все девается, да, потому что кто-то кого-то не услышал, кто-то вовремя не поговорил друг с другом, да, и это все недовольство, вот эти все недопонимания накопились, да. Ну, одни люди могут сесть и поговорить, да, те, которые дорожат отношениями хоть немного, могут прояснить ситуацию, все свои хотелки высказать друг другу. А кто-то идет, изменяет, да, кто-то обманывает и даже не пытается ничего сохранить, к сожалению. Потому имеем то, что имеем. Вот такой был расклад. Немного грустный, ну что поделать. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!